На 1212 день бега мы добежали к Дубаю. И в этом выпуске вы узнаете, как украинцы продают 100 тысяч кальянов в год, как они стали лидерами рынка. Хочешь узнать, как выиграть поездку в Дубай и $500? Смотри выпуск до конца. Начинаем! Здесь пахнет баблом. То есть, что я и Мухаммед приедем в Украину учить готовить вас борщ. Помогите, пацаны! Пошел нахуй. Положили трубку. Со своей стороны я оплачиваю перелет и трехдневное проживание в 5-звездочной гостинице в Дубае. С детства я мечтал создать свой бизнес. В 20 лет я взял деньги в долг и открыл с партнерами в Киеве кальянную Гоза Смоук Бар. Это был прорыв. Мы отбились за полгода. В 2014 я приехал впервые в Дубай и влюбился в этот город. Тут пахло деньгами и успехом. Я пообещал себе любыми путями зацепиться и создать здесь бизнес. Когда я приходил на презентации, мне говорили: парень, ты вообще куда приехал делать кальяны? Это все равно, что Мухаммед приедет в Украину готовить борщ. В первое место, куда мы приехали ставить кальяны, нас ждала неудача. Один из совладельцев был против. Мы вложили уже более 150 тысяч долларов в оформление компании. Почти 50 гостиниц послали меня туда, откуда я приехал. Сейчас мне 24, и мы зарабатываем более 3 миллионов долларов в год. Откуда у тебя появились первые деньги на открытие бизнеса? Я взял в долг 30 тысяч долларов на 2 года, по 10% годовых у товарища. Откуда пришла идея создания именно кальянной темы? Изначально увидел идею для бизнеса в Дубае. До этого мы ездили сюда с надеждой, с идеей сделать уже здесь проект. Это было 4 года назад. Но мы не начали, потому что не хватило денег попросту стартануть здесь бизнес, потому что инвестиции требовались очень большие. У меня была некоторая моя сумма, которая была одолжена для того, чтобы изначально делать бизнес в Дубае. Но мы решили сделать бизнес потом в Киеве с моими потом будущими партнерами. И мы буквально за один звонок решили сделать кальян-бар. Давай сделаем, давай. Потому что на тот момент, 3 года назад, еще не было такого кальянного бума, не было этих кальянных везде и так далее. Было всего-навсего пару кальянных, очень старых. Мы открыли Гоза Смоук Бар на Тарасовской, и у нас поперло. Мы взорвали, мы за полгода отбили. Спустя 1,5 года открыли Гоза Лаунж на Патрисио Лумумбы, и у нас не пошел этот проект. Не пошло, потому что мы подумали, что за нашим брендом придут все. Для нас самая большая затратная часть была аренда помещения. Мы подумали, что теперь нас уже все знают, качество, мы делаем супер крутой продукт, поэтому мы возьмем недорогое помещение. Я как сейчас помню, 25 тысяч гривен аренда тогда стоила. Это, там, $1000. Это очень крутая сумма за аренду, это очень низкая. Мы подумали, что мы чисто будем зарабатывать кэш. Мы были уверены в том, что нас уже знают, к нам придут, где бы мы ни были. Но Патрисио Лумумбы, в принципе, хорошая, тихая улица на Печерске. Но не пошло. Локация не та. Просто не та локация. Тарасовская, это Тарасовская 3, где было первое наше заведение, была классная локация. Рядом с университетом, где я учился. Убыток? По двойной, по второй. По второму этому мы продали в 2 раза дешевле, чем построили. $50. 50 тысяч долларов. Плюс-минус. Плюс-минус. Вы продаете с партнером вот этот кальян на Тарасовской? Мы продали 2 сразу. У нас получилось, это я считаю как раз success story. У нас получилось продать 2 заведения сразу, одно из которых было полностью убыточное, мы показывали убытки честными, а второе было супер плюсовое. Мы продали 2, и мы считаем, что это была сделка года для нас. Основная моя сумма пошла на погашение долгов, потому что все деньги, которые я зарабатывал с Тарасовской, я их прекрасно тратил. И я думал, что так будет всегда, потому что самая большая проблема у предпринимателей, когда идет постоянный поток денег, ты думаешь, что так будет всегда. И ты начинаешь жить по мере тому, как ты зарабатываешь. Это самая большая проблема. Как говорят китайцы, так будет не всегда. И в этом есть очень большая мудрость. И когда у тебя все плохо,
так будет не всегда. И когда у тебя все супер хорошо, ты олигарх, так будет не всегда. Я считаю, это вот самый главный урок, которому я научился, это вот эта фраза «так будет не всегда», стиснуть зубы и двигаться, ни перед чем не останавливаясь. Ты продаешь кальяны там и ищешь то, чем заниматься дальше. Как тебя приводит в Дубае и как ты начинаешь заниматься именно в Дубае бизнесом? Все началось с того, что прежде чем открывать кальянную, у нас была мысль делать бизнес кальянный в Дубае уже. С того момента, как я приехал сюда, я сразу увидел, что нет нормальных кальянов, я сразу увидел возможность. Я когда приехал сюда, я восхитился. То есть первое — это восхищение, второе — я хотел покурить здесь вкусный кальян, нигде не нашел, облазил все форумы. Нет нормальных кальянов, просто нет. Точно для себя решил, что я здесь что-то придумаю. Вернулся в Киев, 3 недели спал с мыслью и четко понял, все, нужно делать. Мы начали прорабатывать этот проект. Я с моим другом приезжали сюда, делали презентацию, проходили весь этот подготовительный этап, учились. В итоге 2014 год. Как появился дух в этой истории? Я к нему пришел, когда вернулся из поездки моей первой самой в Дубае. Я говорю: чувак, супер тема, давай делать. Он говорит: давай. Я говорю: мы будем делать кальяны в Дубае. Поехали. Это было у него прямо перед дверью. Он открывает дверь, и я ему на пороге квартиры его говорю. И он говорит: давай. Мы хлопнули по рукам, и через 2 недели мы там взяли пару тысяч долларов, поехали в Дубай делать презентацию, начинать всю эту нашу историю. Вот так ездили раз за разом. Потом 2014 год, сложная ситуация в Украине, банк лопается. Мы понимаем, мы приходим к тому, что ты вкладываешь сюда большую сумму денег в никуда. Полный неликвид, аренда офиса, открытие компаний, найм сотрудников, это все очень дорого стоит. Тебе, чтобы жить, нужно снимать квартиру. Чтобы снять квартиру, это сразу заплатить за год за нее 15-20 тысяч долларов. Тебе сразу нужно выложить сатен. Мы приходим к этому. Мы не можем взять, допустим, компанию в Шарже или какую-то недорогую компанию во Фризоне, заплатив 5-10 тысяч долларов, потому что у нас по нашей лицензии, у нас одна из самых дорогих лицензий, по которой мы можем работать везде, которая подразумевает собой местного спонсора араба, у которого 51%. И, в общем, у нас набегает реальная картина, которая очень сложная. И лопается банк, нет денег, он не дает заднюю. Просто нет денег. Ну, все. Ситуация складывается сама собой. Случается так, что я через время встречаюсь с Данилом Карагодским и Георгием Джинчарадзе. Это ребята, у которых мы учились, по сути, кальянному делу в Киеве. У них на тот момент уже была самая крупная кальянная сеть. Они делали самые крутые кальяны в Зуме, Караван, Меланж и так далее. Они делали самые крутые кальяны, я у них многому чему учился. Что-то у них подцепил, какие-то идеи, и которые потом привез в Дубай. В Дубае эта вся тема не получилась. Хронологию я сейчас пересказываю. И мы встречаемся с ребятами в Зуме. Я как сейчас помню, это в лаунже. И мы говорим: пацаны, давайте откроем кальянную. Давайте. Мы хлопнули по рукам. Через 16 дней мы открылись. Мы нашли помещение супер крутое рядом с моим университетом. Я учился в Красном. Я знал, что эта точка пойдет, потому что куча студентов. У меня была возможность направить туда поток студентов, которые по утрам или после учебы приходят и курят кальян. Что имеешь в виду, что была возможность направить туда поток студентов? Линейные связи, знакомства, связи это не назвать. Линейные знакомства и возможность сказать ребятам: приходите, курите кальян там, со скидками, там, со всякими плюшками, и направить просто поток студентов, которые с удовольствием покурят кальян. На тот времени в районе не было ни одной кальяны. На то времени вообще не было ни одной нормальной кальяны. Были пару таких старых подпольных кальянных, куда уже никто не ходил. Но я видел, что ребята делают тренд. И они знают, как это все сделать, они специалисты этой ниши. Я говорю: пацаны, давайте сделаем, давайте. Мы открыли вместе, у нас было 3 партнера. Данил Карагодский, Джинчарадзе Георгий и я. Мы втроем сложились и сделали. Сколько бы вы вложили? Общая сумма инвестиций была в районе 30 тысяч долларов-40. Отбилось? За полгода. За полгода мы отбили, все деньги прогуляли, потому что мы постоянно были забиты. У нас был фурор. Мы действительно взлетели очень быстро. Да, мы зарабатывали тысячи гривен, там десятки тысяч гривен, но для нас это было круто, потому что относительно инвестициям заработок первые полгода был сумасшедший. Сумасшедший — это сколько? То есть сколько выйдет? Ну, у нас была касса месячная 400-500 тысяч гривен, 300. Ну, это круто для там, 200 квадратных метров, 150 квадратных метров и 14 столов. Это очень круто. 400-500 тысяч гривен сколько получалось чистой прибыли? То есть за минусом расходов на поддержку ресторана? В районе сотки. Сотка. Ок.
Все сожрала аренда, зарплата. Одолжили деньги, открыли второе заведение, попали по полной, поняли, что попали. Спустя полгода продали оба, успешно продали. Я познакомился с Кириллом, с моим нынешним партнером. Это была судьбоносная встреча. И после этой встречи все поперло, проект в Дубае ожил. Кирилл, как вы познакомились со Владом? Мы познакомились на вечеринке по поводу дня рождения нашего общего друга. Каким-то образом оказались возле одного кальяна, и у нас завязался разговор как раз о том, что у меня накипело, о том, что нету кальянов нормальных в Дубае. Влад, соответственно, сказал, что он знает эту проблему, и он эту проблему уже прорабатывал несколько лет. Но везде он слышал отворот-поворот. Мальчик, ты кто? Мальчик, ты откуда? Нету компании, нету разговора. Будет компания, приходи поговорить. Там же я понял, что Влад имеет в этом уже большой опыт, имея 2 заведения кальяна, плюс, опять же, кальянный аутсорсинг по там всем самым модным местам Киева. И мы договорились встретиться на следующий день, мы встретились у него в кафе. Я еще раз покурил кальян, понял, что это именно то, чего не хватает в Дубае. И, наверное, на этом этапе у нас вырисовалась какая-то идея о том, что надо это продвигать в Дубае. Ну и после этого уже начался там бизнес-план, обсуждение, сколько денег нам надо. И прошло 4 месяца, и мы зарегистрировали компанию. Какая капитализация вашей компании сейчас? По твоему субъективному мнению. Я оцениваю стоимость на данный момент 4-5 миллионов долларов. Первые 5 шагов, как вы открыли этот бизнес в Дубае, от идеи до первых кальянов. Бизнес-план. Я написал бизнес-план в Word, ужасный. Дал его Кириллу, он посмотрел, полностью его переделал на правильный лад. Потому что у Кирилла, он бог финансов. Он расписал сумасшедший бизнес-план, который я в Excel со всеми revenue projection'ами, и беда, KPI и так далее. Я принес вот эту стопку бумаг моей бухгалтеру, которая заведовала у нас нашими заведениями, и говорю, там, вникните, пожалуйста, присмотрите. Мне нужно пару дней. После этого я понял, что речь идет серьезная. Потом мы начали общаться ближе, я понял, насколько Кирилл очень сильный специалист в своем профиле касательно цифр, финансов, инвестиционных показателей. Он работал в топовых консалтинговых компаниях и консультировал самые крупные, самые масштабные бизнеса по тому, как оптимизировать расходы, увеличивать доходы, дополнительные направления смежные. И это была супер синергия. Он все мои мысли, весь мой вот креатив, который был, он все четко свел, систематизировал и выложил на самые правильные, самые крутые математические формулы. Все пошло. Сколько отелей вам отказало перед тем, как первый согласился? Всего, я думаю, 50. 50 гостиниц. Это звучит мало, но ты пройди каждую гостиницу. Вначале это было «Кто вы такие?» Ребята из Украины. Как тебя зовут? Влад. Ты откуда? Из Украины. Что ты сюда пришел делать? Кальяны. Не звони мне больше. Я перезвоню, говорю, ну, так и так. Вот попробуйте, дайте шанс. И мне говорят, слушай, дорогой, ты слышишь, я и Мухаммед приедем в Украину учить готовить вас борщ. Пошел нахуй. Положили трубку. Я еще раз перезвоню и говорю, мне нужно 5 минут. Покурите. Если вам не понравится, я больше никогда вас не потревожу. У меня получилось сделать эти встречи, несколько судьбоносных, которые изменили в корне все. То есть, по сути, настойчивость, уверенность в своем продукте и удача сделали свое дело. В меня поверили люди, которые вначале меня слали нахуй. И все пошло. Как у тебя получилось договориться, чтобы именно в этой гостинице, которая одна из топовых, были твои кальяны? Мы очень сильно понравились администратору ресторана. Это была девушка? Это был парень, и он сказал, это круто, это то, чего Дубай еще не видел, это будет взрывать, я хочу. И с его помощью, с его поддержкой нами заинтересовалась все-таки гостиница, они нас услышали, и мы сделали презентацию, все были в восторге, и как раз люди проходили, я как сейчас помню эту картину, проходил пилот Emirates Airlines, и он проходит мимо в шортах, в плавках, мы все в костюмах делаем презентацию кальянов, и он такой подходит и говорит, о, это что? А он с стаканом пива такой подходит, говорит, а что, можно у вас попробовать? Он британец. Мы говорим, ну, пожалуйста, попробуй.
Так покурил, говорит, боже, это самый вкусный кальян, который я когда-либо вкурил. И стоит весь топ-менеджмент всего Ритц-Картона. И они такие, мы его хотим. И я понял в этот момент, что все, продано. И это нашей компании было тогда где-то 6 месяцев. И после того, как мы стали в Ритц-Картон, у нас каждую гостиницу добавлялся по одной в гостиницу. Это к тому, что бренд подтягивает бренд. Если ты работаешь с сильными, все тоже хотят с тобой работать. Я могу сказать по именам. Это Ризи Андани. Он очень сильно помог при становлении нашей компании в Дубае. Он бывший управляющий клуба «Делюкс» в Киеве. И сейчас у него в Дубае ночные клубы. Он наш очень близкий друг. Он поверил, вот этот диалог первый, чем вы хотите заниматься, кальянами, пошел нахуй, это один из первых сказал он. А потом так случилось, что когда он покурил, он сказал, это зайдет. И первый нам начал очень много помогать и очень помог. Ему очень он это конкретно помог? Знакомствами он меня научил, как здесь ведутся дела. У него уже был опыт, у него были топовые ночные клубы здесь, в самых центральных местах. А что он объяснил такое, что ты не понимал до этого? Здесь абсолютно ведется бизнес по-другому. Здесь другие бизнес-правила. Здесь все по-другому работает, не так, как я делал. Я приходил в гостиницу и говорил, позови сюда генерального директора, я ему хочу взять кальян. Мне говорили, ты кто такой, парень? Ну, ни для кого не секрет, что в СНГ, в Украине, в России, в Молдове связи решают почти все. Как здесь с этим? Конечно же, в точечных моментах это проявляется везде. Кумовство, брат-сват, от этого никуда не убежишь ни в одной стране мира. У нас был пример такой, мы недавно участвовали в тендере на Мадина Джумери, и это самая известная гостиница, там, где Бурж-Аль-Араб. Мы участвовали на всю сеть гостиниц, и мы проиграли, при том, что мы дали самое лучшее предложение. Мы дали $150 тысяч, когда второй бит был $50 тысяч. Это маркетинг-суппорт. Что значит $150 тысяч дали маркетинг-суппорт? Это когда компания в случае выигрыша выделяет деньги на поддержку гостиницы. И гостиница уже распоряжается этой суммой так, как она хочет сама. То есть называется эта позиция маркетинг-суппорт. То есть гостиница может тратить деньги на куда она посчитает нужным, на маркетинг, на развитие, на еще что-то. Это как лицензия, получается, покупается? Нет, это если ты хочешь у нас работать, ты нам еще должен официально занести. Это уникальная страна, где взятки носят вперед в открытую, в белую. Кто больше даст, кто даст лучшие условия, кто больше вложит, того и туфли. А насколько бы тебе вот эти $150 тысяч дали бы возможность работать с этой гостиницей? Это на год? Контракт на год, да. И Контракт на год. отобьется? Ну, конечно, это при том, что у нас еще там будет очень низкий процент, и 50 человек, оформить каждого человека стоит $2500. Один из самых больших факапов, когда мы прописывали бизнес-план этого проекта, мы даже не могли подумать, что оформление каждого человека это $2500 стоит. Сколько у вас работает людей? Сейчас 50, 52. Мы дали самое большое предложение, но нас не выбрали только по той причине, по которой есть свои. Нам позвонили и сказали, ребята, предложение класс, вы молодцы, предложение самое лучшее на рынке, но у нас есть свои. Извините. Другую гостиницу, пожалуйста, забирайте без тендера вы, потому что у вас лучший продукт, лучшее качество. Никто в этом не спорит. Нам дали 2 новые гостиницы, другие Джумейра, но по сути Мадинат мы проиграли. Мы в первую очередь дарим людям наслаждение. Есть одна ситуация, я из Запорожья родился там, и я помню очень прекрасно, в детстве у нас был лечащий врач Лор в поликлинике. Он умер от того, что купил на рынке помидоры, и они были пропитаны нитратами, ГМО, и он умер. Так вопрос, что все-таки вреднее, кальяны или помидоры? Какие планы у вас на ближайшие 5 лет? На ближайшие 5 лет мы планируем в ближайшем будущем запустить пакет франшиз и становиться глобал, потому что мы уже довольно достигли определенного здесь потолка и уже только планируем масштабироваться и выходить на мировой рынок. Первая страна, куда мы пойдем, это будет Лондон или Британия. Дальше Америка, Европа. Будем продавать франшизы, систематизируем все и будем масштабироваться. Ты говоришь о результате. А какое место на рынке Дубая вы сейчас занимаете, ваша компания? Если взять конкретно предоставление кальянного сервиса в гостиницах, то каждый 4-й кальян, приблизительно 20-25% рынка мы занимаем в гостиницах.
То есть где-то каждый 4-й кальян это делается нашей компанией. Кто самые знаменитые люди курили ваш кальян? Буквально 10 дней назад курил президент Казахстана. Он попросил кальян. Наши ребята сделали, и его помощники пришли, забрали, раскурили и вынесли кальян. И принцесса Иордании курила. Говорят, охраны было больше, чем персонал в гостинице. Что мотивировало двигаться вперед, когда очередной отказ? Когда ты в начале, тебе тяжелее всего. Потом, когда ты уже кто-то, у тебя уже есть определенный список твоих партнеров, гостиниц, тебе гораздо проще расти. Перед тем, как она согласилась, перед тем, как эта гостиница согласилась, Меля, сколько отказала? Около 50. 50 гостиниц, это кажется, что такое 50 гостиниц? Ты пойди попробуй проговори с каждым. На каждую гостиницу мы тратили довольно много времени, потому что это имейлы, договоренности за встречи, презентации. Это очень много времени по каждой гостинице. Это очень длинный путь. Как ты думаешь, почему это согласилась, а остальные отказывались? Они видели мои глаза жаждали смерти. Их? Их. Если они не дадут мне возможность здесь работать, я в любом случае как-то туда прорвусь, что-то сделаю. Когда у тебя горят глаза, люди это чувствуют, люди видят тебя, что ты безумно веришь в свой продукт, люди это понимают и им это нравится. Здесь все-таки консервативный рынок, и люди видят одно и то же постоянно, очень часто. И когда есть что-то, какие-то эмоции из ряда вон выходящие, это подкупает. И когда люди видели нас с горящими глазами, нас хотели. Как войти иностранцу на рынок с продуктом, который считается национальным в этой стране? Ну, то есть ты экспат, ты пришел на рынок, который, ну, здесь кальян это национальный продукт. Это то же самое, что приехали бы арабы в Украину варить борщ, учить нас. На самом деле в этом является самое большое заблуждение. Это клише, это ставить на людей клише, это ставить вот такие клише, что Украина борщ, это значит они лучше делают. Если арабы, то делают кальяны, они лучше. Вся проблема в этом клише. Для меня вот бизнес за границей и частое общение за границей привело к тому выводу, что вот если ты относишься к той национальности предвзято или иной, это в любом случае неправда, потому что каждый человек, он очень индивидуален собой, и каждая национальность, нельзя вот их объединять в одну какую-то группу и относиться ко всем, там, допустим, людям национальности определенной одинаково. Потому что человек, он сам по себе очень индивидуален. И вот мы приехали, никто не верил, но по сути мы делаем кальяны лучше, чем они. И не исключено, что завтра приедет индус, который сварит борщ лучше наших. И те люди, которые будут к нему относиться предвзято, это уже они недооценивают. У них есть великий шанс потерять работу. Влад, давай так, как есть. Кто дал денег? Ну, партнер, любимый партнер. Сколько? Он инвестировал больше 100 тысяч. Сколько ты инвестировал? Меньше 50. Где ты нашел эти 50 тысяч долларов? После продажи 2 заведений. Гоза Smoke Bar и Гоза Lounge. Молодой парень, который смотрит это интервью, задает себе вопрос, где мне взять стартовый капитал, чтобы открыть свое дело? Что бы ты ему посоветовал? Стать специалистом в области, куда захотят сами инвестировать. На самом деле такая же проблема, как у парня, где достать деньги на проект, у человека, который уже заработал деньги, у которого идет стабильный доход, у него всегда есть потребность, куда их вложить. Поэтому этим двум людям нужно просто встретиться. А для того, чтобы ты был интересен второму, ты должен круто разбираться в своем продукте. То есть люди идут на людей. Если ты крутой специалист, к тебе сами придут с деньгами. А если ты где-то просто хочешь найти деньги, то почему тебе их дадут? Ответь сам себе на этот вопрос. А где найти этого человека, который проинвестирует? Общаться, Андрей, вот приходить в Young Business Club, пацаны, идите в Young Business Club, там есть ребята, которые Дело говорит. $4000, 2, 5, разного калибра. Приходи со своими идеями, просто общайся. Ты не найдешь деньги, сидя дома на диване или у компьютера, не найдешь. Ты должен быть крутым специалистом. То есть в первую очередь ты должен научиться и научиться себя продавать. Какую бы бизнес-идею, которую ты видишь здесь, в Дубае, ты можешь порекомендовать, чтобы человек открыл в Киеве, например? Мы с тобой, когда выходили из аэропорта,
я тебе показал о том, что на парковке есть мобильные станции по мойке автомобилей. Это банальная идея, которая лежит на поверхности, но в Украине она до сих пор не реализована. У нас в Украине в торговых центрах есть стационарные большие мойки бесконтактные. А здесь везде в торговых центрах, на густонаселенных, где много машин, большой трафик, мобильные передвижные мойки. И человек подходит и там $7 моет тебе, правильными губками автомобиль. Да, понятное дело, что с сильной грязью ты не справишься, но условно после дождя вот какой-то небольшой объем сложности они могут взять на себя и помыть твою машину. Это простейшая бизнес-идея, которая до сих пор в Киеве не реализована. Все экономят время. Мне, например, у меня нет времени ездить на мойку, допустим, так часто, как бы я хотел. Но если бы я приезжал в Ocean Plaza, мне не нужно было записываться, стоять в очередях. Ко мне бы подошел чувак и там, условно, за 100 гривен бы помыл машину, я бы ему отдал. И я бы этим пользовался везде, и таких, как я, миллион. Потому что самое дорогое — это время. Придумай, как человеку сэкономить время, и начни зарабатывать. Правильно понимаешь, что человек, который смотрит нас, он может написать свою бизнес-идею в комментарии, и если идея стоящая, то ты проинвестируешь с партнером или сам? Да, конечно, мы с Кириллом и многие другие ребята, которые будут смотреть передачу, все заинтересованы инвестировать. Если ты зарабатываешь уже, там, допустим, 4-5 тысяч долларов и откладываешь, допустим, по $1000 в месяц. Зачем вы нужны гостиницам? Если гостиница может нанять кальянщика, который сам будет делать кальяны и эти деньги забирать себе в карман? Очень интересный вопрос. У нас есть один интересный кейс с гостиницей Rixos Бабельбах в Рассельхейме. Мы когда приехали туда на презентацию, они делали кальяны сами на себя. И на встрече они говорят: ребята, зачем вы нам нужны? Мы делаем кальяны сами на себя, у нас так все хорошо, у нас курят, мы зарабатываем, все класс. Мы говорим: ребят, попробуйте наш кальян, вы увидите разницу в сервисе, и мы знаем, как увеличить вашу выручку в 2 раза. Они говорят: давайте сделаем презентацию. На самом деле это не имеет большого смысла, потому что вряд ли мы перейдем и возьмем какую-то компанию. Мы провели презентацию, они в первую очередь увидели большую разницу в кальяне, потому что здесь везде классические кальяны, как у нас в Киеве были в 2004 году, на Халил Мамун, на фольге, на альфахере, на древесных углях или уголь из лимонного дерева, от которого болит голова, горчит и так далее. Когда они курят такие кальяны, как в наших странах является привычным делом, конечно, это вызывает большой интерес, большое удивление. Но помимо того, что сделать крутой кальян, мы знаем и умеем его продавать. Проблема в том, что в гостиницах Rixos самый большой процент отдыхающих — это русские люди из стран СНГ. А кальянщики в этой гостинице и вообще в основном это египтяне или люди других национальностей. Мы просто поставили наших ребят в Rixos, и они начали продавать более дорогие позиции людям из СНГ. И таким образом мы увеличили revenue в 2 раза, продукцию в 2 раза. Мы им сказали: дайте нам месяц на тест, вы увидите. Если мы сделаем меньше, чем вы делали, мы денег вообще не берем, бесплатно у вас отработали и ушли. А если мы выигрываем, мы берем ваших кальянщиков, отправляем их куда-то на другое заведение, там, простыми угольщиками или раннерами, и сюда заводим новую команду, новый продукт и делаем ветер. То есть правильно понимаю, что с вами гостиница зарабатывает больше, чем без вас? Да, потому что кальян может сделать каждый. Проблема в том, чтобы его продать, проблема в том, чтобы обеспечить именно высокий сервис, и проблема в том, чтобы это было очень долго, на протяжении длинного времени. Вижу человека, который комментирует видео: а этот точно взял Геленваген в аренду. Это твой или в аренду? Мы купили эту машину на аукционе. Есть такая вещь, как Emirates аукцион. Это государство конфисковывает все автомобили, взятые в кредит. За невыплату государство конфискует и потом ставится на аукцион. Классная штука, Emirates аукцион. И там разные машины, разная техника продается, водные мотоциклы, виллы, пентхаусы. Продается по очень большому дисконту. Мы купили эту машину на 30% ниже, чем ее рыночная стоимость. За сколько? И мы ее купили за $60 000. Как ты относишься к партнерству в бизнесе? Мой самый любимый вопрос. Я во все бизнесы иду только с партнерами, потому что высота твоего полета будет гораздо выше.
каждый партнер, если правильное партнерство, оно позволяет тебе лететь в 2 раза выше, чем ты можешь лететь один. И в моем случае у меня партнер как раз полностью закрывает мои слабые стороны. Люди говорят там, вот, это мы добили, это я сделал, мы к этому пришли, это мой успех, я такой успешный. Это все неправда. За любым бизнесом стоит целая команда людей. В нашем случае это 100% не мой успех, это нашей команды. У нас самые крутые кальянщики, у нас самый крутой менеджмент, у нас нереальный сильный менеджмент. Ребята, которые приехали из Украины, из кальянных, и сейчас они управляют большой компанией. Ты бегаешь по утрам? Я по утрам катаюсь на серфе и курю кальян. Желаешь ли ты, чтобы через какое-то время в каждом доме стоял твой кальян, или глобальная цель компании не в этом? Глобальная цель компании делать и дарить людям наслаждение. И не делать говно кальян. «1001 ночь» читали? В детстве. Ваш успех — восточная сказка? Украинская реальность. Удача? Частично. Упорный труд? Во многом. Вот интересно, Влад Александров, что вас мотивирует быть лучшим? Ведь кальянная индустрия требует постоянного улучшения сервиса и самого продукта. Лучшая мотивация — это бабло. Глеб, кальяны в Дубае лучшие. Как ты смог захватить такую долю рынка? Делал лучшие кальяны, договаривался с менеджментом, давал каждому человеку, который принимает решение, то, что нужно было конкретно ему. Ты должен предлагать то, если, вот, допустим, в нашем бизнесе все зависит в руках от топ-менеджера или дженерал-менеджера, который принимает решение. Кому-то нужен сервис, кому-то нужен крутой кальян, кому-то нужна кальянщица-телка, кому-то нужен бабки. И ты должен находить путь каждому и закрывать их потребность. Вот и все. И так в любом продукте, неважно, кальян, это бутерброд или еще что-то. Закрывай потребности тех, кому ты нужен. Влад Коваль, ты предложил мотивацию за лучший вопрос, чтобы поднять активность поста, или тебе интересно, чтобы эти нищеброды включили мозг и на перегонки задавали вопросы? Я не считаю тех людей, которые будут оставлять комментарии нищебродами, это первое. А второе, да, я бы хотел поднять этот пост, потому что мы тратим очень много времени и сил, пытаясь дать что-то полезное людям, которые нас смотрят. Вопросы были с Фейсбука, вы сможете задать следующему гостю также вопросы, когда вы подпишетесь на мой Фейсбук. И на Влада. Вот Влада Фейсбук. Вопросы с Инстаграма. Как он масштабировался? Какие каналы использовал? На самом деле здесь нельзя использовать социальные сети или какую-то рекламу в интернете. Личные встречи. У меня очень ограниченная возможность масштабироваться здесь на рынке, поэтому только личные встречи, только внимание каждому человеку, каждому менеджеру, начиная от ассистента, заканчивать директором Food and Beverage или General Manager. Внимание, встречи, презентация продукта, защита. Следующий вопрос. Прошу короткими, у нас 20 вопросов. Какая история? Почему он решил именно здесь делать бизнес? Почему здесь, Влад? Потому что нет налогов, потому что я влюбился в эту страну, потому что есть четкий порядок, нету окурков, нету жвачек на тротуаре, потому что 100% неизбежность наказания за правонарушение, потому что прозрачно, потому что здесь пахнет баблом. Как и откуда набирал штат компанию? Вначале ребята из Украины были, брали здесь ребят по месту локально, искали египтяней, марокканцев, ребят из Узбекистана, Кыргызстана, брали новеньких, поставили на поток новеньких, обучение. И пришли к выводу, что, конечно, взять нового сотрудника, ему всего обучить с чистого листа гораздо лучше, чем переучивать старого. Поэтому начинать, конечно, нужно со своей проверенной командой и готовить новых на потоке. Какой суммой начинал этот бизнес? Общая инвестиция в начале 220 Чего? долларов, конечно же. Какой рекламный канал лучше всего работает в Эмиратах, по твоему мнению и опыту? Вот сейчас я очень вникаю в построение туннелей продаж через мессенджеры. Это офигенная тема, она очень результативная, и это однозначно будущее. Почему Дубай? Там более платежеспособная аудитория, соответственно, продавать товар можно дороже? Да, попросту да. Прозрачная налоговая система, высокая платежеспособность. Это были вопросы с Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм для того, чтобы задавать вопросы напрямую нашему гостю. И самое сладкое. Подарок. Со своей стороны подарок будет следующим. Задай вопрос,
Какой вопрос, Андрей? Почему именно почему именно вы должны поехать в гости к Владу в Дубае? Со своей стороны я оплачиваю перелет и трехдневное проживание в пятизвездочной гостинице в Дубае. 19 декабря в 9 вечера мы в прямом эфире выберем победителя. Давай еще один подарок. Помогите, пацаны! Все пишем, все оставим. Помогите! Друзья мои, вы меня слышите? Вот там, стучу. Есть земляк у Влада, зовут его Евгений Черняк. И за то, что вы напишете под его постом комментарий, чтобы Евгений взял интервью на Big Money у Влада, Влад дарит $500. Тут деньги. И $500 получит тот, кто напишет под этим постом. Мы оставляем в описании. Скажи мне заголовок поста, пожалуйста, чтобы люди знали точно. Это пост От, как- с текстом «Я человек счастливый, но кое-чем недоволен». от какого числа? 2 дня назад. Было. Это 19 число. От 19 ноября. Ребят, помогите завалить Женю комментариями. Помогите мне прийти на интервью. Моя история о том, что простой парень из Украины может поехать в Америку и открыть инвестфонд на Манхэттене. Либо открыть лучшую пивоварню в Баварии, либо открыть новый завод суперкаров в Италии. Неважно откуда ты, неважно сколько раз тебя послали, иди к своей цели и ты придешь. Но сперва проделаешь свои 6 кальянов в индийской гостинице.